Начало пути почти всегда суетливо. На Земле множество красивых мест, но их значительная часть труднодоступна. И надо решить массу организационных вопросов, чтобы увидеть желаемое. На этот раз мы стремимся в Республику Алтай. Равнины отступают, а горы по мере нашего продвижения все более заявляют свои права ущельями и перевалами на дороге. После многих часов езды в комфортабельном автобусе мы заночевали на реке у дороги в сторону Бельтира. Заброска была организована для нескольких групп, и маршруты запланированы в разных ущельях. Пришло время сменить транспорт на более компактный и проходимый. Что, к отъезду готовы? Да. Что-то какой-то вялый у вас голос. Вялый он, потому что все сознавали, ехать еще долго, да не по асфальту. Машинам, миновавшим заброшенный после землетрясения Бельтир, предстояли броды. Без дорог только грунтовки, а позже и вовсе лишь разбитая колея. Здесь произошло разделение групп, и нашим уазикам предстояло переехать через настоящий перевал с названием Карагем. Довольно скоро за перевалом стало понятно. До места планируемой заброски снаряжения на машине нам не доехать. А к моменту выгрузки обнаружилась еще и пропажа. На перевале забыли организатора нашей заброски. Каждый из водителей посчитал, что он в другой машине, благо недалеко уехали, догнал. Я вам премию лишить. Сейчас прям лишу на 100%. Вам офигенное спасибо. Этот фотографируется. Ну все, теперь мы можем рассчитывать только на себя. С почином вас! Карагем встретил нас, не сказать, сурово, но быстро дал понять, что легкой прогулки тут не будет. Слякоть, дождь, высокая мокрая трава, туман, отсутствие троп. Чуть выше мрачноватая, глубокая и закрытая без видов каменистая долина с ночевкой на холодных камнях. Но мы сюда и не загорать пришли. Хотя на следующее утро Алтай смилостивился, и на подходах к перевалу Восход мы уже наслаждались чистым небом. И, утомленные первыми ходовыми днями, с удовольствием впитывали солнце. Мы, наконец, увидели снежные вершины, дошли до ледника и даже немного по нему погуляли. Наша команда из 8 человек, разного, но достаточного для прохождения заявленного маршрута уровня подготовки, стремилась к перевалу Восход. Сбегали радиально на перевал 60-летия ВЛКСМ, где проверили на снежнике свое снаряжение и вспомнили навыки. Восход – первый полноценный перевал на маршруте. Интересный перевал с трещинами в леднике и вершундом на перевальном взлете. Климатизация, конечно, сказывалась на участниках, да и погоду приходилось временами ждать, что добавило трудностей при прохождении. Но группа справилась с задачей, чего не скажешь о технике. Основная камера из-за пережитой накануне сырости ушла на некоторое время в себя, и у нас осталось с этого участка лишь фотографии и небольшое количество кадров с экшн-камеры. Жаль, вид на Южно-Чуйский хребет с большим талдуринским ледником в этом регионе один из самых впечатляющих. Но у нас не было планов тут задерживаться, одним глазком глянули и верхними тропами, не спускаясь в долину, направились к перевалу Переметный, чтобы вернуться обратно к Карагему. Несмотря на небольшую категорию в классификаторе, Переметный затребовал значительный арсенал снаряжения: связки, кошки, несколько веревок на спуск, станции из ледобуров. Мы опробовали все свое снаряжение в деле и убедились, что готовы к прохождению и более затейливых препятствий. А ниже ледника нас ждал долгий изнурительный спуск с неоднократной сменой погоды в долину Каракемской поляне. К тому моменту в наших головах уже мифологизированный, а того еще более вожделенный. Прошли первое кольцо. Сегодня вечером уже будет середина похода. Прошли два интересных, очень интересных перевала. Они приятно порадовали. Погода хорошая, меняется. Надеюсь, что вторая часть похода будет не менее интересная, живописная, удачная, безопасная, хорошая. А сейчас мы на Карагемской поляне. Общаемся с алтайцем Бельтиром и Мергеном. Они нам даже дали почтовый адрес, мы им отправим фотографию. По ходу маршрута нам пришлось преодолевать реки вброд. Ну что, делитесь ощущениями, как вам? Нормально.
Но надо сказать, видимая легкость этого процесса обманчива. Поток кажется не быстрым, но при глубине чуть выше колена он способен уронить даже хорошо подготовленного человека. А купаться в такой холодной воде, поверьте, не очень хочется. По долине идет тропа, иногда плохо читаемая. Жилья тут нет. Раньше на Карагемскую поляну вывозили детей. Но теперь дорога до поляны размыта, и тут безлюдно. Если, конечно, не считать нас, туристов. Но, судя по тропе, впрочем, не очень многочисленных. Местные говорят, в старые времена через эти долины выводили целые деревни от захватчиков в Монголию. Некоторые навигаторы тут показывают дорогу. По факту тут и тропа-то не везде, а уж переправы одна другой лучше. Но эту проблему в виде бурной реки мы оставили на утро. Надежды на то, что вода спадет утром, не оправдались. Озеро наверху сглаживает обычное для гор суточное изменение уровня воды. Пришлось мастерить переправу. Нахлебавшись в полной мере всеми прелестями ледяной переправы и вознёй с веревками, выдохнули и начали подъем к красивейшему озеру Камрю. И только тут, спустя неделю, Алтай подпустил нас к своим Что дарам. они там едят-то, не знаешь? Жимолость едят. Как тебе? Ну, круто. Это, конечно, все здорово, но нам надо двигаться дальше. Насладившись озером, продвигаемся по маршруту вверх. А Алтай не устает хвалиться своими красотами. То водопадик, то снежничек. Но может и удивлять. Вот тек ручей, никого не трогал, журчал себе по камушкам. Ты обернулся. А нет его дальше, весь вышел. Мы же продолжаем подниматься к перевалу с хитрым названием Камрю-Западный 2. Троп нет, место малопосещаемое. Поэтому идем по ручью, где нас сопровождает моросящий дождик до верхнего озера. Нам предстояло посетить перевал, где официально до нас побывало лишь 5 человек, совершивших первый проход этой щели в 2009 году. Виды хороши, погода налаживается. Главное, голову и все остальное уберечь от неожиданных приветов с осыпного склона. Это основная сложность этого перевала. Ты, наверное, уже на перевале. Ну, конечно. Перевал Камрю Западный 2 вполне ходибельный перевал. На спуске немного попрыгали по осыпающимся крупными кусками скалам, но для нас этот перевал уже воспоминание, а наши мысли уже на другой стороне долины. Хотя никогда не угадаешь, что еще Алтай припрятал за следующим поворотом. По такой породе забавно идти. Как гнилушка какая-то. Ой, вот шоколадки, да, завтрашний перевальный шоколад. Мне написано, что это успокаивающе. При бессоннице что-то там. Перевал Лена, при кажущейся простоте с юго-востока, оказался, пожалуй, самым значительным испытанием для нашей группы. Ждем команды. Ого, много осталось, что это будет? Чуть меньше половины. Вот сидим, изображаем из себя горных орлов. На насесте. Вокруг скалы. Чистый воздух. И ползают тут всякие с железкой. Сейчас самый подходящий момент, заорет рация. Мы уже поднялись, пора идти дальше.
только расслабишься. Не, ну интересно же, что за Лена такая, чтобы ее именем такой корявый перевал назвали. Видимо, чтобы каждый, кто его проходит, поминал ее недобрым словом. Мало того, что на подъеме с эпухой мимо проносятся камни, так на спуске 6 веревок кинули. Там весь спуск есть куда падать. Ну да. Ну вот. Теперь мы перевяжем все это на самосброс. Веревочку ставим здесь, маленькую. А за красную вытянем белую. Но это еще не все. На спуске мы ухитрились отправить в пропасть 2 наши рации. Как тебе висится? Плохо висит. Здесь-то еще ничего. Сейчас вот я растягиваться буду, там вообще плохо висит. Да, покажите радостные лица. Что вы счастливы быть пристегнутыми к этой фигне. Покажи эту фигню. Я уже показал, да. Вон Нет, тут а вот такая. выше. А выше не будем, чтобы никто не дай бог увидел это. Позор этот. Я бы кто-нибудь видел тут позор. Что тут скажешь, нам оставалось только веселиться, уворачиваясь от сыплющихся камней, и впитывать капающий дождик. Хорошо, когда они там прыгают, они еще иногда бывают сюда. Да, прыгивают. Короче, сейчас приходит Коля, и у него отбирай веревку. Ага. Ты с ним становишься на его ледоруб. Смотрите только на этого альпиниста. У меня все снится, это ничего не было. Оно и видно. Сейчас я проснусь, я Здесь. И типа стоял там, сторожил, и вдруг Тёма говорит: Вася, сбегай за веревкой. Я такой: о, веревка, и побежал за веревкой. Потом что-то посыпалось сверху, я смотрю, рация уже... После столь концентрированных приключений вечером мы были вознаграждены местом для лагеря рядом с озером. Я сегодня на джипе гоняла. Я его угнала, потом думаю, вернуть. Потом думаю, ну ладно, согнала, так хоть покатаюсь немножечко. Новый день. Мы уже продвинулись вперед. С этой точки виден перевал москвичей. Но туда мы пойдем чуть позже. Нам еще надо заглянуть на перевал молодых. Играем в ежиков в тумане. Залезли на очередной упырь под ледник. Поставили лагерь, и нас накрыло облако. В идеале название перевала должно намекать на его характер. Что уж нам ждать от этого названия, даже сложно себе представить. Перевал оказался узкой щелью в скалах с крутым кулуаром. Значит, опять будем вешать перила? Висим на базе. По классификатору этот перевал всего лишь 2. Вот такие прелести тут. Ручейки, веревки, база. Спуск принес ожидаемые заботы. Хождение в связках по уже мокрому раскисшему снегу. И это, пожалуй, был первый ледник за весь маршрут, где были по-настоящему большие трещины в леднике. Ночевка предстояла холодная. По сути, мы остановились на леднике, хоть и слегка присыпанном камнями. На завтра нас ждала финальная связка перевалов. Искать надо, где тут тур. Ну и тебе привет. Витамин С. Группа Московского клуба туристов в составе как «Радуга» человек прошла перевал города Москва 2 августа 2011 года, 3 дня назад. Да. С этим. Там еще печать есть. Между перевалом Москвичей и перевалом Орбита
нам предстояло прогуляться по леднику глициологов, то есть исследователей ледников. И напоследок Алтай слегка встряхнул нас, уже в мыслях сидящих на озерах. Напомнил, что расслабляться в горах крайне опасно. Один участник ушел по пояс в снег, зависнув на трещиной в снежном мосту. К счастью для нас, Алтай был благосклонен и, видимо, хотел лишь напомнить, кто здесь главный, слегка взорвавшимся покорителем. Позади мерзкий спуск с перевала Орбита. Впереди нас ждет долгая дорога на озера. Мы же, добравшись до озер, предавались заслуженному отдыху. Загар по-алтайски. В спальнике на берегу. Мы выполнили все, что хотели. Дорога до цивилизации занимает с озер 2 полных дня пешком. Впрочем, другого транспорта тут и нет. Это тоже Алтай. Такие вот большие зеленые поля выводят нас на Никотикаийный перевал. Вот так вот, в 5 минутах ходьбы от перевала ожидает уже вот такая вот рекламная вывеска. Нам остается только нести впечатления вниз, делиться ими и не забывать полученных тут уроков. Покидая такие места, всегда оставляешь частичку себя на пройденных перевалах. Местами было тяжело, иногда невыносимо, но еще не успев уехать, почему-то уже начинаешь мечтать, как бы вернуться сюда вновь. Техническую информацию об этом маршруте и упоминаемых перевалах можно найти в официальном отчете по ссылке в описании.